Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Детский день рождения – это прекрасный повод поупражняться в кондитерском мастерстве и подарить маленькому сладкоежке вкусный и красиво оформленный торт домашнего приготовления. Сегодня я приготовлю торт с сюрпризом, а какой сюрприз вы узнаете в процессе приготовления. Для рецепта возьмем жареный арахис, вареное сгущенное молоко, сахарную пудру, муку, масло сливочное, сахар, какао-порошок, яйца, разрыхлитель, шоколад, мастику я взяла готовую и гелевые пищевые красители желтого, красного и черного цвета. Мастику я купила готовую уже. Если вы хотите приготовить ее с нуля, я дам ссылочку в описании под видео, как это сделать. Первое, что нам нужно приготовить, это маленькую игрушку-сюрприз, которая должна поместиться вот в такое шоколадное яйцо. Для этого нам понадобится небольшой кусочек мастики белой, красители желтый, красный, черный, сахарная пудра, растительное масло, зубочистка, ну и шоколадное яйцо. Я его разрезала горячим ножом по шву. Так, мастику я купила для обтяжки торта. Можно также купить специальная мастика для фигурок или для цветов, лепки цветов. Но так как у меня мастика мягкая, мне ее надо сделать поплотнее, то есть добавить сюда сахарной пудры. Добавляем сахарную пудру и замешиваем как тесто. Все, мастика стала более плотная. Теперь мне надо покрасить ее в 3 цвета. Самый большой кусочек это будет, ну как самый большой, такой примерно, чтобы я понимала, что игрушка вот сюда помещается, даже чуть-чуть меньше. Это будет основной желтый цвет. И маленькие такие, буквально вот кусочечки вот такие вот малюсенькие. Это будет черный и красный. Остальное можно убрать. Так, красим желтый цвет в черный и в красный. Красители у меня гелевые. Вот у нас получилось желтый, красный и черный цвет. Этих два сразу убираем в пакет. Занимаемся желтым. Мне надо еще его разделить. Так, берем кусочек меньше и оставляем. Я уберу в пакетик. Дальше берем большой и формируем из него такую небольшую колбаску. Так. Теперь мне надо разделить, будет голова и туловище, поэтому вот так пальчиками прижимаю, делаю шейку. Можно помогать зубочисткой. Делаем лапки. Теперь будем делать глазки, носик и ротик. Чтобы мелкие детали у нас не прилипали к рукам, руки периодически смазываем растительным маслом. А мелкие детали прикрепляем при помощи воды, мастики. Так, берем черную мастику.
Заготовки хвостика и ушек оставляем подсыхать на полчаса. Подсохшие ушки и хвостик прилепляем при помощи воды. Ушки в отверстие, хвостик сзади на спинку. Оставляем фигурку при комнатной температуре подсыхать 1-2 дня. Вот она легко помещается в яйцо. Делаем бисквит. Берем 4 яйца, разбиваем их в миску. Все вместе, белок и желток. Добавляем сахар и взбиваем венчиком. Взбиваем 5-10 минут в зависимости от мощности миксера. Масса в объеме должна увеличиться в 2 раза. Теперь берем сито, пересыпаем сюда какао-порошок, разрыхлитель и муку. Просеиваем и замешиваем тесто. Аккуратно венчиком. Я буду делать это в 2 этапа. Теперь берем форму. У меня разъемная, диаметром 20 сантиметров. На дно я прокладываю пергаментную бумагу. И выливаю сюда тесто. Ставим выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Прошло 40 минут. Проверяем готовность при помощи деревянной палочки. Протыкаем. Палочка сухая. Все. Бисквит готов. И оставляем его так до полного остывания. Приступаем к приготовлению безе. Отделяем желтки от белков. Желтки отставляем в сторону, они нам не нужны. Добавляем щепотку соли в белки, чтобы лучше взбивались. И взбиваем. Добавляем сахарную пудру постепенно и продолжаем взбивать. Взбиваем белки вот до таких пор, вот видите? Белки держатся. И вот когда я беру венчиком, капля повисает. Все, готово. Теперь берем противень, пергаментную бумагу. На ней чертим круг по внутреннему диаметру нашей формы. Переворачиваем рисунком вниз. И выкладываем белки взбитые. Ровно по форме. Я залила белок по форме, ну и решила еще сделать вот таких 6 штучек безе отдельно. Все, отправляем разогретую до 90-100 градусов в духовку подсушиваться. Сушим безе до кремового цвета. Маленькое безе сушилось у меня в течение 30 минут, а безе для торта в течение часа. Все, отключаем нагрев, открываем дверцу и оставляем так до полного остывания безе. Делаем крем для торта. Берем пачку сливочного масла подтаявшего, и мне надо использовать 2/3. 1/3 еще оставляем. Взбиваем при помощи венчика масло. Добавляем сюда вареное сгущенное молоко и все вместе взбиваем. Слегка измельчаем орехи, допустим, таким способом. И проходим с палочкой.
Начинаем собирать торт. Делим бисквит на 2 равные части вдоль. Так, теперь берем крем и выкладываем ее на нижнюю часть его. Хорошо, не жалеем, смазываем обильно, чтобы наш бисквит пропитался. Сверху на крем посыпаем орехи. Сверху выкладываем безе. Он получился такой тверденький, красивый, то, что нам нужно. Слегка прижимаем. Можно немножечко его опустить, чтобы выровнять поверхность. Она была не выпуклая, а прямая. Вот. Теперь вроде бы ровненько получилось. Сверху покрываем кремом. Сверху можно слегка посыпать орехами. Так, чуть-чуть. Дальше. У нас остался и еще один бисквит. Мы его той стороной, которой будем одевать, накрывать безе, покрываем тоже кремом. Накрываем. Можно еще чуть-чуть придавить. И оставляем торт пропитываться при комнатной температуре на 20-30 минут. Затем торт убираем в холодильник на 2-3 часа, а лучше на ночь. Торт постоял, крем уже застыл, пропитался. Теперь занимаемся сюрпризом. Вы помните, я делала фигурку, и у меня было шоколадное яйцо. Теперь фигурку помещаем в яйцо, закрываем второй половинкой. Можно края немножко оплавить, на чем-то горячем слепить, можно, в принципе, и так оставить. Берем яйцо, и нам его надо спрятать в торт. Так, я вот так вот, можно, в принципе, было так, но я думаю, что у меня просто не поместится. Тортик не настолько высокий, поэтому буду размещать горизонтально. Обрисую ножом форму яйца. Край оставим. Вот так слегка обрисовываем, чтобы вы видели примерно, что вам придется вырезать. Вот, видно. И теперь аккуратно. Значит, верхняя часть бисквита нам нужна, мы будем накрывать, а то, что внизу, будем выгребать, вычерпывать ложкой. Так, поэтому ножом вырезаем аккуратно. И дальше работаем ложечкой. Вот у нас получилось такое вот отверстие. То, что осталось, можно съесть. Одной попробуем, как получилось. Так, теперь помещаем туда яйцо. Аккуратно, чтобы не сломать. Красиво. И накрываем. Если немножко, вот у меня великовато, можно срезать. Все равно все будет прятаться под мастику, и ничего не будет видно. Вот так. Теперь нам надо отметить, где у нас располагается яйцо, чтобы в процессе нарезания вы не перерезали сюрприз. Поэтому я вот так вот ручкой на площадке вот этой вот отмечаю галочки. Все, и убираю пока на время в холодильник. Ставим на водяную баню растапливаться шоколад и масло. Покрываем торт сверху и с боков остывшей шоколадной глазурью. После того, как торт полностью покроем глазурью, убираем его на час-полтора в холодильник застывать.
Пока глазурь на торте застывает в холодильнике, покрасим мастику в два цвета. Красный и черный. Я отрежу кусочек, у меня еще будет мастика такая, останется белого цвета. Отрезаю кусок для красного, это будет большая часть. И немного для черного. Остальное оставлю белым. Когда красим мастику, другие кусочки убираем в пакеты. Так, это будет черный. Чтобы мастика к рукам сильно не прилипала, руки можно смазывать сахарной пудрой или растительным маслом. Когда мастику смешали, убирайте ее в пакет. Теперь красим красный цвет. У меня цвет получился ненасыщенно красный, такой малиновый. Теперь мне надо раскатывать. Половина торта у меня будет красного цвета, половина белая. Старайтесь глазурь разглаживать хорошо, чтобы не было острых углов. Иначе мастика может в тех местах порваться. Так, для большого куска мастики я буду использовать большую скалку, чтобы можно было потом ее накручивать. Так, раскатываем. Стол можно смазать растительным маслом или сахарной пудрой присыпать. Раскатываем мастику толщиной 2-3 миллиметра. Так, теперь мне надо край сделать ровным, потому что это будет стык на середине торта. Так, вот тут где-то. Так, вот тут где-то. И накручиваем на скалку. Накручиваем не сильно, иначе у вас получится рулет, и вы не сможете снять мастику. Так, уже на торте поправляете. Где-то так-то. И аккуратно ручками выравниваем, прижимая глазури. Где-то если складочки, мы их зажимаем. Лишнее срезаем, ну немножечко можно оставить, где-то полсантиметра. Мы это подвернем под торт, если есть возможность подвернуть, подвернем. И теперь накладываем белую сторону. Стараемся, чтобы стыки совпали у нас между белой и красной мастикой. Теперь украшаем черным цветом. Делаем белый круг в диаметре меньше, чем черный. И еще один маленький черный. Торт готов. У вас еще останется здесь место для вашей фантазии. Можно написать имя ребенка, сколько ему лет. Место найдется для праздничных свечей, а также можно украсить любимыми героями своего ребенка. И не забывайте, у вас здесь вот остались метки, где спрятан сюрприз для именинника. А теперь давайте взвесим и посмотрим, сколько же торт потянет, сколько его вес.
Кило 500. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!